Уменьшение популяции нашей планеты. Часть третья. Если вы думаете, что Кабал остановится после развертывания войн, эпидемий, природных катастроф, голода и ГМО вместе с планированием семьи, а также отравления нашей еды и воды, вы ошибаетесь. Кабал не остановится ни перед чем. В предыдущих частях 14 и 15 я говорил об инструментах уменьшения населения нашей планеты. Именно они и являются этим для Каббала. Просто инструменты, средства достижения цели. Для нас, для людей, это оружие. Это настоящее оружие массового уничтожения. И у нас осталось их три. У нас нет времени, поэтому переходим к делу. Номер 3 в нашем обратном отчете. Химтрейлы. Помните? Чистое голубое небо и белые пушистые облака. Я тоже не помню. Они исчезли несколько десятилетий назад, когда внезапно самолеты стали оставлять странные линии в небе, которые оставались там вместо того, чтобы исчезать через несколько минут, что было бы нормально для конденсационных следов. Эти новые следы, однако, не только остаются в нашем небе, они распространяются, образуется тонкий и всеобъемлющий облачный покров. Этот новый тип следов, часто рваный с одной стороны, вскоре получил название химтрейлы – химические следы вместо конденсационных. Прошли годы тестирования, химикаты были обнаружены в тревожных количествах. Барий, кадмий, алюминий, титан, стронций, литий, тяжелые металлы, которые накапливаются в нашем мозге, где, как доказано, вызывает болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Что, черт возьми, они делают? Люди сообщали, что они заболевают, имеют головные боли, жжение в глазах и чувствуют себя истощенными. После многих лет отрицания и высмеивания со стороны властей, существование химтрейлов наконец было признано. И более того, нам сказали, что их распыляют для нас, для нашего же блага, чтобы защитить нас от глобального потепления. Тонкий облачный слой, образованный частицами тяжелых металлов, отражает Солнце обратно туда, где ему место, подальше от нас. Другой пример – это набор технологий, часто называемых геоинженерией, которые потенциально могут обратить вспять эффекты потепления глобального изменения климата. Одна из них, которая привлекла мое внимание, это стратосферная аэрозольная инъекция, или SAI – метод засеивания стратосферы частицами, которые могут помочь отражать солнечное тепло.
конденсат начинается и прекращается. Это говорит о том, что пилот автоматически включает и выключает это. Организованная нехватка солнечного света вызывает дефицит витамина D, который может привести к ослаблению мышц и костей, депрессии, воспалению, высокому кровяному давлению, истощению, неврологическим и аутоиммунным проблемам. Ну, конечно же, это для нашего блага. Далее, номер 2 в нашем обратном отчете по уменьшению популяции населения. Электросмог. Невидимое электромагнитное излучение от использования как беспроводных технологий, так и сетевого электричества. Каждый день нас атакуют электромагнитными полями. Большинство людей на самом деле понятия не имеет, каковы их эффекты. Другие могут почувствовать электромагнитное излучение до такой степени, что заболевают и едва могут существовать. Вы думаете, они истерички? Преувеличивают на что-то неосязаемое? Ну, на самом деле нет. Просто потому, что человек не может что-то увидеть, понюхать, услышать, попробовать на вкус или потрогать. Это не говорит о том, что этого не существует. Это существует, и это может быть очень даже смертельным. Давайте, например, возьмем угарный газ. Как вы думаете, почему шахтеры раньше брали с собой в шахты канарейку? Если она падала замертво, там был угарный газ. Высокотоксичные и потенциально смертельные. Шахтеры поднимались на поверхность так быстро, как могли. Они знали лучше, чем кто-либо, что то, что они не могут видеть, нюхать, слышать, попробовать или потрогать, способно убить их. И то же самое с электросмогом. Вы вообще осознаете, чему вы подвергаетесь каждый день? Подумайте о беспроводных телефонах, мобильных телефонах, радионянях, вышках сотовой связи, передатчиках, беспроводных сетях типа Wi-Fi, микроволновых печах, умных счетчиках. Но мы с вами поговорим об электромагнитных полях. Почему это влияет на нас? Ну, это довольно легко понять, когда вы осознаете, что наши человеческие тела на клеточном уровне имеют определенный электрический ток в пикоампер. Пикоамперы — это самый маленький ток, когда-либо зафиксированный. Это триллионная часть от ампера. Теперь, когда вы используете свой мобильный телефон, подключенный к электрической розетке, он будет посылать ток в 0,2 ампера. Забудьте о пико. Это в 200 миллиардов раз сильнее, чем то, к чему наши тела привыкли в естественном состоянии. Что же произойдет, когда это подключу я? Он становится передатчиком электричества. Посмотрите, как далеко он передает. Если вы лежите в кровати с головой рядом, это все передается в вашу голову. Вот что произойдет, когда телефон заряжается. Более того, ваши клетки общаются друг с другом с невероятной скоростью от 5 до 10 квадриллионов электрических импульсов в секунду. Что происходит, когда вы прерываете этот идеально сбалансированный электрический контур вторгающимися токами, которые в 200 миллиардов раз сильнее? Затем, помимо нашего собственного электрического тока, у нас есть электромагнитное поле. Теперь представьте, что вы живете в искусственно созданном поле более высоком, чем это. Со временем ваше тело начинает испытывать стресс.
пытаясь компенсировать эффекты этого более сильного электромагнитного поля. И в результате ваше тело постоянно теряет энергию. И вы начинаете болеть и чувствовать себя истощенным. Давайте посмотрим на один конкретный физический эффект высокочастотных электромагнитных полей, с которым большинство людей могут соотнестись. Производство гормона под названием мелатонин. Мелатонин усиливает вашу способность бороться с раком. Он укрепляет вашу иммунную систему, и он отвечает за полное расслабление и сон. Чтобы вы достигли глубокого сна, частота вашего мозга должна быть не менее 4 Гц. Но электромагнитные частоты в вашем доме и вокруг него постоянно вмешиваются в это. В результате производство вашего мелатонина снижается до 50% в зависимости от количества электросмога в вашей спальне. Если вы хотите просыпаться утром, чувствовать себя прекрасно, быть отдохнувшим, свежим, радостным, вам действительно нужен ваш мелатонин. Есть еще кое-что, что вам нужно знать об этом гормоне. Он производится ночью шишковидной железой в вашем мозге. Помните, что я говорил в предыдущем эпизоде о шишковидной железе? Что кабал действительно хочет, чтобы она была повреждена, потому что она активирует более высокое сознание. Но это вторая причина, по которой кабал ненавидит полностью функционирующие шишковидные железы в головах их бесполезных едоков. Гораздо сложнее контролировать и угнетать здоровых и энергичных людей, чем истощенных и слабых. Так что, когда вы нарушаете глубокий сон, и люди будут там, где им и надо. Уставшие, измотанные, нестабильные и неспособные ясно мыслить и видеть, как их используют, манипулируют ими и контролируют. Люди слишком уставшие, чтобы видеть сквозь всю ложь и давать отпор. Но снижение уровня мелатонина – это не единственный эффект высокочастотного электросмога. Более 2000 эпидемиологических исследований доказали, что они вызывают бесплодие, тромбы, вызывающие тромбоз, легочную эмболию, сердечные приступы и инсульты, окислительный стресс, повреждение гематоэнцефалического барьера, подвергающего мозг воздействию чужеродных патогенов, таких как вирусы, измененную электрическую активность мозга и усиление поведенческих проблем у детей. Подумайте о СДВГ, СДВ и аутизме. Болезнь Альцгеймера. Повреждение центральной нервной системы, которое вызывает, например, рассеянный склероз и БАС. Клеточные мутации, повреждение ДНК, хронические воспаления, ослабленный иммунитет, аллергию, ну и, конечно же, депрессию и рак. В 2011 году Всемирная организация здравоохранения и Международное агентство по исследованию рака классифицировали электромагнитные поля как возможно канцерогенные для человека на основании повышенного риска глиомы, злокачественного типа рака мозга, связанного с использованием беспроводных телефонов. Конечно же, вы не получаете рак или любое из вышеперечисленных за одну ночь, но это оружие накапливается понемногу, день за днем, ночь за ночью. Группу голландских исследователей попросили измерить пики ЭМП в доме и вокруг него и тщательно исследовать, каковы были эффекты этих пиков на тело и разум. И вот что они обнаружили. Во-первых, пики в основном происходили ночью, когда люди спят, не подозревая, чем они подвергаются. Во-вторых, к моему удивлению, больше всего излучения было измерено внутри помещения, а не снаружи и вблизи вышек.
Это означает, что излучение распространяется и усиливается в электрической цепи вашего дома. Все ваше электрическое оборудование, ноутбуки, телефоны, телевизоры, лампы, электрические одеяла, кофемашины, холодильники, духовки. Все, что работает на светодиодах, даже ночник в вашей спальне ваших детей, все это излучает ЭМП, как сумасшедшее, днем и ночью. Особенно, когда подключено к сети, особенно во время этих ночных пиков, когда все спят и никто ничего не замечает. Ну, конечно, до тех пор, пока люди не проснутся. Потом начинается синдром беспокойных ног, тугое ощущение в голове, головокружение, давление в груди, боль между лопатками, боль в животе, скованность и боль в суставах и конечностях, шум в ушах, одышка, кашель, носовые кровотечения, учащенное сердцебиение и усиленное вообще биение сердца, ощущение жара внутри головы и других частей тела, покалывание или шаткое ощущение по всему телу, головные боли и недостаток концентрации в течение дня. Многие из этих симптомов можно объяснить тем фактом, что ваш уровень кислорода падает до низкого сразу после пиков электросмога. Когда ваши клетки не получают достаточно кислорода, результаты губительны для тела и разума. Сейчас мы входим в дивный мир умных счетчиков. Это означает, что ваш электрический счетчик будет делать гораздо больше, чем просто показывать, сколько электричества вы используете. Новые умные счетчики наблюдают за вами. Они чувствуют всевозможные события. Они видят, когда вы что-то включаете или выключаете. Они видят, сколько ватт потребляет ваша электрическая зубная щетка. Они отправляют запись этого маленького события через беспроводные сети, отскакивая через умные счетчики ваших соседей вплоть до энергетической компании, где они ведут учет всех ваших объемов и паттернов потребления электроэнергии каждую минуту каждого дня. И хранят эти данные вечно на компьютерах, которые вы никогда не увидите. Эти данные показывают, когда вы дома, показывают, когда вы спите, показывают, когда вы в отпуске, когда у вас гости, когда вы используете лампу, электроинструмент, дополнительные компьютеры, и похоже, что ведете ли вы бизнес со своего дома или нет. Они даже чувствуют, когда вы нелегально берете энергию из сети. Данные вашего умного счетчика показывают яркий профиль ваших личных жизненных паттернов. И были ли вы дома в ночь убийства? Это не измерение электричества, это личная слежка за каждым гражданином. Это обыск без ордера каждый день. Это ваша личная жизнь, идущая прямо через ваш электрический счетчик к энергетической компании и правительству, к полиции, страховой компании и к любому, кто заключает сделку с вашей энергетической компанией, чтобы рассматривать вашу жизнь под микроскопом. Извините, на самом деле все еще хуже. Люди, которые не заключают сделку, тоже могут получить вашу информацию, просто перехватывая беспроводной сигнал, извергающийся сбоку вашего дома. Да, умные счетчики — это радиопередатчики. И вот как вы можете об этом сказать. Это одноваттная радиостанция, лицензированная FCC. На этой круглосуточной новости радиостанции каждая деталь вашей электрической жизни улетает в какой-то институциональный центр обработки данных где-то там. Уже сейчас полиция в Огайо, Техасе, Британской Колумбии и местах, о которых я даже не знаю, регулярно используют данные умных счетчиков, чтобы точно определять дома, где выращивают марихуану, обеспечивать соблюдение бизнес-лицензий и наказывать людей за то, что они делают в уединении в собственных домах. То, что вы не должны были бы делать, но они даже бы и не знали, если бы не следили за вами. Ваша энергетическая компания, по-видимому, может продавать историю вашей личной жизни кому угодно. Любой необычный паттерн потребления энергии считается достаточным основанием для обыска у вас на предмет выращивания марихуаны или работы компьютерного сервера без бизнес-лицензии. Это называется большой брат, который действительно следит за вами. Эти дружелюбные мужчины с грузовичками умных счетчиков ходят от двери к двери
с чем-то вроде рождественской песни. Мое личное мнение, вам и не нужно все это делать, и не нужно это ставить в ваших домах. Ваша энергетическая компания не может заявлять, что имеет право устанавливать устройство слежки на вашем доме. Умные счетчики ничем не отличаются от устройств прослушивания. И на случай, если вы не знали, прослушивание незаконно во всех 50 штатах и всех федеральных территориях Америки. Если вы позволите своей энергетической компании установить умный счетчик на вашем доме, вы с тем же успехом можете ходить весь день с Facebook шлемом и камерой, направленной на себя. Они убедили себя, что установка умных счетчиков законна с помощью какой-то притянутой за уши чепухи под названием «подразумеваемое согласие». Если вы скажете, что они могут заменить ваш счетчик, они притворяются, что вы согласны, даже когда вы на самом деле не знаете, что они делают. Вот вам совет. Скажите им, что они не могут менять ваш счетчик. У них не было бы проблем выставлять вам счета по старым счетчикам. Если вы отправите им уведомление заказным письмом, что они не могут устанавливать умный счетчик или любое другое устройство слежки на вашем доме, их подразумеваемое согласие вылетает в окно. Я бы сделал это на вашем месте. На самом деле, я это сделал, и я даже это не вы. Эти дружелюбные парни на тротуаре сказали мне, что они планируют установить умный счетчик в каждом доме Америки. Если они это сделают, больше не будет никакой Америки. Конечно же, мы поговорим с вами и о 3G, 4G и 5G. Миллионы людей сейчас обеспокоены развертыванием 5G, но немногие на самом деле понимают явные проблемы, связанные с этим. 5G – это не постоянная частота, она находится в разработке. Прямо сейчас в большинстве стран 5G составляет 3,5 ГГц. Пока это небольшая проблема, хотя эффекты на тело и разум можно почувствовать, как мы только что показали вам. Однако у правительств есть план для сетей 5G. Они намерены увеличить гигагерцы с 3,5 до 28 и даже до 60. 28 ГГц сейчас на экспериментальной стадии. 60 – это просто ближайшее будущее. Весь интернет, в котором все взаимосвязано через беспроводную мегасеть, будет развернут на 60 гигагерцах. Будущая беспилотная сеть автомобилей потребует инфраструктуры Wi-Fi туннелей под вашим городом, штатом, страной и так далее. Каждые 200 метров на каждом уличном фонаре под каждым люком будут точки доступа Wi-Fi для излучения 60 ГГц. Потребление энергии взлетит до небес. Миллионы деревьев будут вырублены для поддержания бесперебойной передачи данных. 5G важнее изменения климата. Рубите эти деревья и поджаривайте граждан. За последние несколько лет, особенно во время ковида, бесчисленные мачты и передатчики 5G были установлены на зданиях и на высоковольтных мачтах и уличных фонарях. Развертывание происходит крайне недемократичным образом. В основном посреди ночи, а у граждан нет голоса. Мачты и передатчики могут быть размещены на крыше вашего здания без вашего согласия. Никаких гарантий безопасности не будет дано людям, которые живут в этих зданиях или в непосредственной близости с ними. По мнению экспертов, проблемы, связанные с 5G, можно сравнивать с проблемами знаменитой лягушки, которую собираются сварить. Когда-нибудь вы слышали об этом биологическом эксперименте? Лягушка сначала ничего не замечает. Ей хорошо, тепло, она уютно устроилась в кастрюльке с водой. Но лягушка не видит огонь под кастрюлей. Вода становится все теплее и теплее. Лягушке все еще комфортно. Но когда ей становится настолько жарко, что она варится до смерти, она не двигается, она не пытается сбежать. Потому что все происходило поэтапно. Она потратила всю свою энергию на адаптацию к растущей температуре. И вот теперь она просто ждет,
ужасной смерти, которая вот-вот наступит. Эта лягушка, друзья мои, это вы и я. 5G от 3,5 до 60 ГГц. Поэтапно. Мы так с вами заняты адаптацией, что не можем сбежать, когда наша точка кипения наступит. Ровно на 60 ГГц электроны атома кислорода начинают вращаться. В результате кислород, который вы вдыхаете, больше не может поглощаться вашими клетками крови. Другими словами, когда 5G будет установлен на 60 ГГц и выпущен, мы буквально упадем замертво в течение нескольких минут. Трудно все это осознать, не правда ли? Я обещал вам еще одно оружие депопуляции, потому что по какой-то причине, несмотря на все вышесказанное, мы все еще живы. Так что пристегнитесь, друзья. Номер 1 в списке уменьшения популяции населения в части 17. А пока мы сделаем выводы из части 16. Химтрейл — эти тяжелые металлы в небе, которые наконец-таки признали после десятилетий отрицания, но опять же для нашего же блага. Электросмог — это невидимое оружие. Телефон на зарядке рядом с вашей головой в 200 миллиардов раз сильнее, чем ваш организм. И это все убивает ваш мелатонин, тот самый гормон, который борется с раком и отвечает за глубокий сон. Проведено более 2000 исследований, и они показывают бесплодие, тромбоз, инсульты, аутизм, Альцгеймер и рак. И ВОЗ наконец-таки признал, что это, возможно, канцерогенно. Умные счетчики – это слежка под видом измерения электричества. Большой брат следит за вами не только в Америке, но и по всему миру. И снова шишковидная железа. Фтор ее кальцифицирует. Электросмог блокирует мелатонин. 2 удара по одной цели. Той самой железе, которая отвечает за нашу с вами осознанность. Потому что гораздо легче контролировать уставших и больных, чем здоровых и энергичных. И вот что я хочу сказать. Видя все это, вы видите, что Кабал работает 24 часа в сутки. Просто пока вы живете, спите, едите, дышите. И что дальше? Большинство людей после такого контента испытывают, как я называю, информационное бессилие. Они смотрят, ужасаются и просто продолжают жить дальше. Они понимают, что все плохо, но якобы ничего не могут сделать. И это на самом деле ловушка, и Кабал рассчитывает именно на это. Люди, которые действуют, не пытаются изменить глобальную систему. Это бесполезно. Нужно просто построить свою личную стратегию для себя и своей семьи. Выключать Wi-Fi на ночь, убирать телефон от кровати, выбирать воду без фтора, читать состав продуктов. Маленькие, но очень важные шаги. Это настолько просто, что некоторые люди над этим просто смеются и не воспринимают это всерьез. Те же самые инструменты, которые используют элиты, дисциплина, долгосрочное планирование, системное мышление, можно направить на защиту себя и своих близких. 15 лет я изучаю, как они думают и действуют. Не для того, чтобы стать как они, а чтобы брать эти инструменты и использовать их во благо для себя, своей семьи и других людей. Потому что знание без действия – это просто развлечение. В данном случае страшное. А если вы действительно хотите перейти от «я просто знаю» к «я знаю и действую для себя и своей семьи», подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я делюсь тем, как построить личную жизненную стратегию на основе того, чему я научился у тех, кто управляет этим миром. Ссылка в описании к видео, и увидимся с вами в части 17.